Всем привет! Очередная камера видеонаблюдения у меня на видеообзоре. И это камера из магазина J Craftsman. Хороший магазин, хороший продавец и качественные товары по видеонаблюдению. Присылает с картой памяти, если вы закажете. Камера поддерживает карты памяти до 128 гигабайт. В моем случае карта памяти на 32 гигабайта. Также есть возможность 64 и 128. Фирменная коробка, фирменная наклейка. J Craftsman. Wi-Fi камера. Модель JCC2. 4К, 4 мегапикселя, 2 объектива. Аудио, Dual Lens. Юзер-админ, пароль пустой по умолчанию. Камера, по-видимому, с приложением ICC. И это, по-видимому, камера с двумя объективами. Ну, как уже, в общем-то, на коробке и прочитали. По инструкции уже вот этой с зелененьким цветом можно увидеть, что это камера с приложением ICC. Да, XMI, ICC, ICC Pro, XMI Pro. Все по стандарту. Подключение одинаково. И, кстати, нет, здесь есть один нюанс в этих камерах, что желательно устанавливать для ее работы адекватное приложение ICC без Pro. С ICC Pro она также будет работать, но там не будет возможности у вас гибридного зумирования в интерфейсе приложения ICC Pro. Именно пользоваться гибридным зумированием. В ICC этот вариант возможен. Шаблон для крепления камеры на стене. По стандарту блок питания. И, кстати, блок питания, видите вы, чем отличается комплектации магазина J Craftsman от остальных. Более качественный блок питания идет, комплектует продавец. 12 вольт 2 ампера. Нету стенового крепления, но эти блоки более живучие, как показывает практика. Сама камера. Камера вроде бы и маленькая, но увесистая. Все полностью пластик. Полностью пластиковый вариант. Это не минус, потому что пластик уже проверенный, идет проверенный годами, можно сказать. С пластиковыми корпусами проблем вообще никаких не возникает. Ни на морозах, ни в жару, ни в каких случаях. Крепление и муфта на RJ45, если камера работает по кабелю, можно герметизировать разъем полностью. По стандарту камера Wi-Fi, камера может работать и по кабелю. Более стабильный вариант, и что я вам рекомендую, проложить кабель, использовать PoE сплиттеры, и камеру можно подключить по одному кабелю, задействовав разъем питания, но будет идти все по одной витой паре. Все эти видео есть у меня на канале, кому нужно, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях, я вам тут же даю ссылку, читаю все комментарии и помогаю вам. Также подпишитесь на канал в Телеграме и чат в Телеграме по видеонаблюдению. Кому удобно общаться в Телеграме, общаемся и помогаем друг другу там. Фирменная надпись J Craftsman, наклейка у нас идет, по-видимому, с ID камеры. Мощный идет кронштейн, две антенны из которых уже по сложившимся правилам задействована одна, мягкая прокладка. И камера имеет два объектива. Один широкоугольный, другой с узким углом. И гибридное зумирование работает. Дальше покажу вам как. И очень классно. И, кстати, камера также должна иметь слежение. И при слежении также использовать гибридное зумирование. И слежение за человеком. Двойного назначения LTK светодиоды, микрофон, динамик, слот под карту памяти, кнопка сброса к заводским установкам. Кстати, здесь немного по-другому уже это сделано. Прикрыто все в корпусе. Не просто у нас тут модуль торчит, а именно кнопка сделана таким образом. И слот под карту памяти также немного уже по-другому дорабатываются, все со временем улучшают. Несложное и быстрое подключение камеры видеонаблюдения в ваш аккаунт на смартфоне, в вашу домашнюю сеть. Можно подключать сразу ее по кабелю, если использовать будете по кабелю. Можно подключать ее сразу по Wi-Fi, потом перевести на кабель, или же обратно на Wi-Fi перевести, или же переподключить камеру к другому Wi-Fi роутеру. Например, вы камеру разместили в другом месте. Блок питания включил, подключаю его в сеть, индикация зеленая есть, говорит о том, что блок питания работает. И камера загружается.
Режим есть у нее калибровки по стандарту. Скорее всего, будем получать сейчас еще голосовые уведомления из динамика. Сопровождение, голосовые команды на английском языке. Приложение ICC. Открываю, пока камера загружается. System starting up. Стандартные голосовые команды. Сопровождение. Калибруется поворотное устройство. Список устройств, если у вас нету ничего, будет пустой. Приложение ICC, ICC Pro, XMI, XMI Pro находятся на одной платформе, поэтому если вы зарегистрировались в одном из приложений и у вас есть список устройств, несколько камер или видеорегистраторы, они у вас также будут в других приложениях при входе в ваш аккаунт. Все просто. Жму плюс, Wi-Fi камера. Кстати, если у вас какие-то проблемы вдруг с подключением, не выключая камеру питания ей, нажмите и удержите кнопку сброса 10 секунд к заводским установкам. Поступит команда, что камера сброшена, дайте ей опять перезагрузиться и подключаем ее дальше, то есть заново. Следующий шаг, убедитесь, голосовое сопровождение, слышали роутер, к которому хотите подключать, и вводите пароль Wi-Fi роутера, именно доступа к Wi-Fi. Поддерживает 2,4 ГГц, 5 ГГц Wi-Fi не поддерживается камерой. Жму «Конечно». Инструкция по тому, как нужно показать камере QR-код на расстоянии 15-30 сантиметров. Вдруг проблемы с добавлением, пробуйте менять немного расстояние и угол. Именно тот момент, когда зажимал кнопку для сброса, потому что камера, скорее всего, не была сброшена. Не считывала она QR-код, не звучала ее последняя фраза «готова к подключению». Опять захожу после сброса, после калибровки. Все то же самое. И показываю QR-код. QR code scanning succeeded. Именно после этих слов это говорит о том, что камера прочитала QR-код и добавляется, Connector router successfully. подключается в домашнюю сеть и добавляется к вам в аккаунт. Вводим пароль захода на камеру. Именно ваш пароль, который вы запомните, который вы в последующем можете менять. Это обязательное условие. Подтвердил пароль. Выбирайте название камеры, можете вводить местоположение сами. Регулярная непрерывная запись, тревога. Именно на карту памяти, что писать. В последующем можно изменить. Получать пуш-уведомления на смартфон или не получать. Также подтверждаете. Готово, камера добавлена. Зашел на камеру и уже получил первое уведомление о силуэте человека. И вот именно тот момент с зумированием гибридным. Плавным гибридным зумированием. В веб-интерфейсе ICC приложение это есть. В ICC Pro, вот не помню, кажется, его нету. Поэтому ставьте ICC, переключение между объективами и картинка в картинке. Широкий угол и дальнобойный объектив. Все по стандарту. И плавный отход назад. Все работает. Именно та камера, которая пригодится, вот люди спрашивают, мне с 5-го и выше этажа, например, нужно наблюдать за автомобилем. Направить камеру вместо стоянки автомобиля и чтобы писала камера на карту памяти. Вот камера именно для вас. Вы ее можете перенаправлять. Сегодня машина стоит под подъездом, завтра стоит в другом месте, чуть дальше от подъезда. Зашли на камеру, перенаправили ее туда и приблизили как нужно. И с этой картинки камера будет фиксировать видео на карту памяти. Вверх, вниз, все работает. То есть идеальная бюджетная камера для видеонаблюдения даже за большим двором, я вам так скажу. Ну и если нужно, например, широкий угол писать, то камера также может писать с небольшой высоты и широко. В настройках, скорее всего, по стандарту все. Главное, что все русифицировано и вам не тяжело будет разобраться. Скорость поворота можно поставить быстро. Язык устройства это именно язык сопровождения. Тут не важно,
наклон влево-право поменять, наклон вверх-вниз, громкость динамика можно регулировать, динамики стоят громкие, поэтому. И тон. При загрузке камеры, перезагрузке, выключаю просто ее голосовое сопровождение. Пропадет питание, появится, камера будет перезагружаться, и если тон включен, будут звучать опять голосовые команды. Тон выключил и сохраняем. При перезагрузке камера не будет. Так, тревога, все, приходит уведомление четко. Управление паролями понятно, управление памятью понятно. Карта памяти определена полностью, можно не форматировать, но можно и отформатировать именно в устройстве. Циклично писаться будет при заполнении сверху новые ролики, сверху старых. Стоп, при заполнении остановить запись на карту памяти, если вам это нужно. Настройки записи. Вот тут, наверное, нужно включить. Качество на карту памяти, ну, хорошее по стандарту, пускай стоит. Длительность, качество, и ну и сохраняем. Если включали что-то или выключали, обязательно жмем кнопку «Сохранить». Smart Alarm уведомление, Human Shape Detection определение силуэта человека также есть. Камера может писать чисто по человеку, вести запись на карту памяти. По другим никаким моментам это тоже очень классно. Можете выключить запись по человеку, камера будет писать по всем моментам. Едет автомобиль, любые движения. Просьба не беспокоить, выключать уведомления по расписанию. Ночью вам не нужно, приход уведомлений выключили. И здесь вот еще настройки, те, которые показать следы человека, по которому она сработала. Интервал времени, режим детекции, круглосуточная чувствительность детекции и заданная настройка, пока не знаю, что это может к этой камере не относится. Все, в общем-то, понятно. Настройки сети. Другой роутер выбирайте. Или же на камеру можно заходить напрямую со смартфона по Wi-Fi. На расстоянии 10 метров режим ап-точки доступа. Переключаете, и камера будет работать именно со смартфоном на небольшом расстоянии по Wi-Fi. Если у вас нет других возможностей, например. Или же выбираем роутер, переключаем. Доп. Настройки. И здесь автотрек switch, именно слежение. Слежение и уровень определения объекта и слежение за ним. Пока выключу, не буду включать. Можно включать и с рабочего стола. Об устройстве там понятно. Дата выпуска, версия устройства. Все здесь есть. И если будет новая прошивка, опа, доступно обновление. Давайте обновлю, и что я вам уже делал видео по этому поводу. Камера будет следить за человеком и использовать гибридное зумирование именно после обновления прошивки. Поэтому эти камеры желательно обновлять, если есть новая прошивка. Тогда кардинально изменится обновление, то есть слежение. При этом понятные условия. Питание выключать ни в коем случае нельзя. Камера должна быть подключена к сети, чтобы корректно установилась прошивка. Советы перезагрузка. Соглашаемся. Камера перезагрузится и уже войдет в сеть автоматически. Уже не надо ее переустанавливать, опять пересбрасывать. Появится у нас в списке устройств уже с новой прошивкой. Готово. Камера перезагрузилась и уже выделяет человека. Поставил я показать следы. Она показывает след. След это именно вот или галочка над человеком, или же выделяет его рамкой. Ну и тут все моменты также SD качество, HD качество, если нужно просмотр. Вот, кстати, очень классно. Очень четкая картинка получается с этих камер. Как позиционируют китайские производители эти камеры? На одном модуле установлено два объектива. То есть на одном модуле один процессор, но две матрицы и два объектива. Вот так. 4 плюс 4, 8. Есть вариант заказать 2 плюс 2, 4. Ну, это, соответственно, камера будет дешевле. Ну, и там будет не очень, ну как, не такая хорошая детализация, например, как в этой камере. 8-мегапиксельном варианте. Значок Wi-Fi, подключаем кабель, камера автоматом переходит на работу по кабелю, и значок Wi-Fi исчезнет. Все эти моменты работают. Освещение, то есть 3 ночных режима также имеется. Картинку в картинке можете включать. Картинку в картинке можете поменять.
широкий туда, узкий сюда, или же выключить. Ну, камера, как по мне, вообще за такие деньги функционал бомбезный. Автотрек тут же включить можно. Слежение уже вынесено сюда. И именно, кажется, да, за человеком слежение, видите, она за рукой не гоняется, только когда определит силуэт человека. Выключим. Light Smart, ну, 3 ночных режима, понятно. И заход на карту памяти сразу. Это то, что в быстром меню. Ну, или такой вот просмотр также возможен. Отличная картинка с камеры. Уже определяет силуэт человека и ведет запись на жесткий диск видеорегистратора. С видеорегистратора также можно управлять тревогой, как обычная XMI-евская камера. Кстати, видеорегистратор XMI-евский и камера также XMI-евская, то есть полная совместимость по работе. Тестовые люди, стоит 16 канал, можете выключать, и автоматически выключится определение силуэта человека и в приложении. Выключили в приложении, поменяли настройку. Также на видеорегистраторе эти характеристики, функция выключена или включена, поменяется. Есть вариант писать постоянку. Вот сейчас и постоянка пишется, и по людям. И потом просматривать и постоянную запись, и тревожные. Сортировать можно все возможные варианты, все удобно. Чем удобен видеорегистратор? Тем, что это ваш вот сервер домашний, который сохраняет интеллектуальные возможности имеет. Можно включать фильтра при просмотре записи. Нужно вам людей, отобрали людей. Нужно вам постоянную запись, просматриваете по времени, выбираете, по дате. Все возможные варианты. Характеристику камеры также можно посмотреть с видеорегистратора. Но камера также имеет веб-интерфейс на ноутбуке, на компьютере. В домашний IP-адрес ее внутренний вводите в браузере и открываете камеру, все ее настройки. Можно менять все полностью, что захотите в веб-интерфейсе. Разрешение 4 мегапикселя. 25 кадров в секунду по максималке можно ставить. По умолчанию стоит 12. Имейте в виду, вдруг у вас картинка начинает подвисать, вот такие резкие движения. По умолчанию стоит 12 кадров в секунду с завода. Зайдите, увеличьте количество кадров в секунду, и картинка становится более плавная, более реалистичная. Все, с видеорегистратора также можно менять эти все настройки, сохранять. Камера работает. И немаловажно, что с этим новым обновлением появляется возможность зумирования, именно гибридного зумирования с видеорегистратора. Нажимаю зум, он не такой плавный, как оптический, но вот видите, произошло переключение между объективами. Видно, как меняется картинка. Такой вот цифровой зум. Широкоугольный объектив на максимальном, видите, в зумировании теряется детализация, как обычно при цифровом максимальном зумировании. И в последующее переключение на дальнобойный объектив у нас картинка становится очень таки детализированная. Ну и дальше опять же используем цифровой зум. Ну и дальше уже идет потеря качества, но уже на большом расстоянии. На большом расстоянии вы можете приближать предмет, рассматривать его с небольшой потерей качества, но потеря качества будет. Это не оптика. Оптика совсем другое дело. Там, если есть потеря качества, ее практически незаметно. То здесь гибридное зумирование, так называемое. Управление камерой вверх-вниз. Все, в общем-то, все работает. И звук, немаловажно. Звук с камеры пишется на жесткий диск видеорегистратора, накладывается на картинку, так же как и на карту памяти. В моем случае сохранение идет и на жесткий диск видеорегистратора, и на карту памяти камеры. Если вы активируете облако, также запись будет храниться на облачном сервере. 30 дней бесплатно, в последующем 2 или 3 доллара в месяц. За хранение, кажется, 7 дней по тревоге. Тревожные записи. Ходят уведомления. Камера Doorway, ту, которую присвоил я имя такое вот. И детекция человека. Чисто по человеку присылает, вот что человек перед камерой
появлялся. Что еще, конечно, ну, как бы минус считать, можно не минус. Невозможно включить слежение с видеорегистратора на эту камеру, поэтому нужно заходить в приложение, настройки. Не, кстати, давайте включим прямо. Вот, кстати, запрос на облако можете активировать сразу, можно перейти попозже и разузнать, что почем, и принять решение. Автотрек. Кстати, не вижу я варианта сохранения картинки, то есть сохранения местоположения для возврата назад. Просто одна кнопка, включение, и все. Давайте посмотрим, что будет происходить. Камера не следит за автомобилями, не следит за шевелением листьев деревьев, веток, ни за чем другим не следит. Камера ждет силуэт человека. Перенаправил камеру в это место, знал, что там идут люди, и смотрим процесс. Определение и слежение. И плюс использование гибридного зумирования. Приближение цифровое. Ну, есть моменты, хотелось бы, чтобы она вот как раз этот момент отдалила предметы, но она их наоборот, вот переключение между объективами пошло, резкое отдаление, потом бросила. Ну, в этот раз вот так отследила. Кстати, опять вернулась за ними. Приближает. Ну, блин, ну вот, вот так вот, ну, я считаю, нормально. На ее ценовой диапазон, учитывайте обязательно сразу ценовой диапазон. Эта камера, смотрите, номера различимы на хорошем расстоянии. Кстати, будут на расстоянии больше 30 метров различимы номера. Ну, даже вот на движущихся понятно, что нет, но на медленно проезжающих и стоячих автомобилях номера, ну, может, в стоп-кадре можно будет различить. Так. Отпускает, нет, дальше, и это приличное расстояние, с которого можно даже разузнать лицо человека. Кстати, если с видеорегистратора еще плюс сделать, бросила, плюс сделать цифровое зумирование, но это будет с потерей качества. По человеку определяет она, до сих пор их там на большом расстоянии определяет и присылает мне уведомление. Зум то туда, то сюда. Как-то вот так работает. Если вы хотите, вы можете сами взять и, если с видеорегистратора, да и с приложения, призумировать. Вот так вот. И рассмотреть или объект, или людей, или номера автомобиля, или сам автомобиль можете рассмотреть издалека. Вот так все работает. С приложения тоже все это вы можете делать. С приложения, может, даже будет и поудобнее здесь таким вот образом. Переключается. Ну и автоматически картинка меняется на регистраторе. Кстати, можете включить также удаленно запись на смартфон. Увидели какое-то движение, нужна вам сейчас эта картинка, какой-то момент. Сохранили на смартфон, нажали запись или сделали фото. И звук. Что немаловажно, со смартфона также слышим удаленно, что происходит возле камеры, в ее месте слежения. Ну и передать голосовое что-то, какое-то сообщение человеку, находящемуся недалеко от камеры, вы также можете. Минус или нет, могла бы появиться такая возможность или нет, я не знаю. На видеорегистраторе невозможно отслеживание картинки в картинке. Вот с приложения такое возможно. И это огромный плюс, что основная, или же вы можете менять, показывал ее вам как местами картинка. Один объектив вам приближает предмет далеко, а со второго вы видите, что происходит перед камерой. Или же меняете их местами. Вот так вот. Этот приблизил, этот отдалил. Или же выключить. Закрыть просмотр.
Вот со смартфона это немаловажный вариант, когда вы можете видеть с двух объективов одновременно. Но запись на карту памяти и запись на жесткий диск видеорегистратора происходит именно с основной картинки, с основного потока. Но с хорошего расстояния определяет силуэт человека метров 20-25. Ну и работает слежение с гибридным зумированием. Все-таки что заметил, не нашел я в ICC, как зафиксировать возврат, местоположение возврата камеры назад после слежения. Открыл приложение ICC Pro. Здесь есть возможность по стандарту зафиксировать положение, поставить время, после которого камера будет возвращаться назад, когда предмет пропал из ее видимости, и включить автотрек свич, автослежение. И камера возвращается в зафиксированное место. Кстати, нет никакой проблемы с включением с приложения ICC, именно включение позиции возврата камеры. Просто нужно вызвать джойстик управления камерой, и здесь автотрек, и полное меню открывается запуска автослежения с сохранением позиции. SetWatch по стандарту. Выставляем уровень, выставляем время и в последнюю очередь включаем автотрек свич. После того, как сохранили местоположение возврата. За день себя камера показала нормально. Никаких проблем не было. Слежение стояло постоянно. Следила за объектами. Так же, как я вам и показывал примерно все те же самые моменты. Слежение только за человеком. Вот в этой прошивке с этими камерами идет слежение чисто за человеком. Когда уже стемнело, начались, конечно, проблемы с сложными срабатываниями, но это неудивительно, потому что даже более дорогие камеры грешат ночью ложными срабатываниями по человеку и слежением также. Ночная картинка беспроблемная. Зумирование также ночной картинки работает, но уже ИК светодиодов не хватает на то большое расстояние, куда камера может смотреть по максимальному зуму. Если в том месте будет какое-либо освещение уличное, то картинка будет вполне таки приличная. С монитора видеорегистратора картинка такая, чуть видно шумы, если присмотреться. С приложения на смартфоне картинка более качественная. Здесь более она как бы гладкая. Особых шумов не видно. Можно сказать, картинка ночная идеальная. Ну и опять же можете зум использовать, можете картинку в картинке просматривать, как захотите. Все эти моменты также работают в ночных режимах. 3 ночных режима также имеются. Можете ставить по человеку включение белых LED светодиодов, или же по движению автомобиля. Если уберете человека, камера будет срабатывать на любые движения и включать белые LED светодиоды, переходить в цвет. Бюджетные матрицы, поэтому чудо ожидать, соответственно, не стоит. Что картинка в цвете будет у вас супер четкая. Дополнительное освещение, если же какое-то будет на территории, то вполне таки возможно, что камера может хорошо показывать в цвете всю ночь. Приход уведомлений, все эти моменты, сохранение, детекция движения, фото тревожные по детекции движения можете рассматривать, календарь включать, сохранение на карте памяти, все по стандарту, все работает. С этим проблем никаких нету. Также сохранятся запись на видеорегистраторе, как я вам и показывал. За целый день вся детекция по людям, чисто по людям стояла, Human Shape Detection, и все по людям. Человек, можете приблизить, посмотреть, кого она определяла, как определяла и в какое время. Какой могу сделать вывод по данной камере? Отличная работа, вот именно зумирование, смена объектива, статическая картинка, когда вы приблизили объект далеко и включили запись, камера пишет, видит, определяет людей, все это работает нормально. Слежение посредственное, не супер. Днем еще можно им пользоваться, если вам нужно. Ночью
практически конкретно точно оно не работает. Поэтому тут нужно иметь в виду. За такую стоимость камера-бомба можете приобретать смело. Камера, можно сказать, за свою стоимость просто супер. Переходите по ссылке, ссылка в описании, и заказывайте камеру на AliExpress. Кому нужна такая в Украине камера, уже также ссылку оставляю на магазин Smart Hut. В Украине уже камеры из Китая. Всем удачи, до следующих видео.